Итак, теперь давайте рассмотрим, как устроена наша шапка. Пока от размеров отойдем и рассмотрим, как она устроена. Итак, шапка вяжется поперечными рядами, то есть отсюда до сюда и обратно. Поворотные поперечные ряды. Вяжется она резинкой, то есть мы будем вязать столбиками без накида за дальнюю полупетлю, за исключением первой петли, но это я вам скажу уже в процессе вязания. Шапка состоит из нескольких клиньев. Один клин – это вот эта вот фигура. Собственно, техника укороченных рядов, вот здесь можно их наблюдать, она позволит нам вывязывать аккуратную макушку, ну и, собственно, формировать форму шапки. А количество этих клиньев в шапке регулируется желаемым ее объемом. Что я имею в виду? То есть количество вот этих вот частей, которые мы вяжем, зависит от объема шапки, который мы хотим получить. Вот от этого вот ее размера. То есть, в общем, от размера головы. Если вы вяжете из пряжи Alize Lana Gold, из которой вяжу и я, крючком номер 5, то с большой вероятностью у вас получатся те же размеры, что и у меня. Соответственно, для получения шапки среднего размера, который подойдет и ребенку, и взрослому с окружностью головы до 59 сантиметров, вам достаточно связать 6 таких клиньев. Для шапки большего размера достаточно будет связать 7 клиньев. Теперь давайте посмотрим на размерный ряд. Итак, вот это у меня среднего размера шапка, это у меня большого размера шапка, и это маленького размера шапка. Если мы приложим маленькую со средней вот так, то увидим, что они идентичны. То есть эти шапки по объему идентичны. Разница у них только в длине. Чуть-чуть, видите? То есть вот эту шапку можно носить с приличным отворотом, чтобы сзади немножко оставалось места. Эту шапку, если надеть с приличным отворотом, то здесь на макушке места уже не останется. А вот если сравнить нашу шапку маленькую с самой большой, то здесь видна разница как раз уже по объему даже. Все очень просто, потому что здесь 6 клиньев, а в большой шапке, которая на окружность головы 60 и больше, здесь 7 клиньев. И длина у них тоже разная. Давайте смотреть. Вот, видите, насколько отличается. Соответственно, мы будем объем регулировать количеством клиньев, и в среднем их 6 всегда, а длину мы будем регулировать количеством набранных петель. Сейчас для тех, кто будет вязать из другой пряжи, я скажу в сантиметрах, какова длина шапки, чтобы вы могли подгадать. Итак, шапка размера самого маленького, который подходит и для детей, и для взрослых, у которой либо нет отворота, либо есть, но тогда совсем плотно прилегает к макушке. У такой шапки длина от макушки до лба составляет 26 сантиметров. Окружность ее, ну вот так вот, если ширину измерить, получается 21,5. Средняя шапка по длине 28 сантиметров. Окружность у нее та же. Самая большая шапка у нас по длине 31 сантиметр. И ширина у нее почти 24. Соответственно, если вы будете вязать из другой пряжи, вам нужно будет именно вот эту высоту сформировать в сантиметрах необходимую, исходя из вашей плотности вязания. Теперь приступим к вязанию.